Всем привет! Сегодня продолжим говорить о блокировках в IT-сфере, интернет-коммуникациях, а также в социальных сетях. И на сегодняшний день у нас пострадал Instagram. Заблокирован в России был он не просто так, а в связи с тем, что русские люди в этой социальной сети подвергаются русофобским нападкам. Или, как можно еще выразиться, интернет-буллингу. А так как большая часть пользователей вообще несовершеннолетние, то, соответственно, здесь должны были быть приняты меры, что, в принципе, у нас и случилось. Но значит ли это, что мы больше вовсе не сможем пользоваться Инстаграмом? Конечно, нет. Есть интересные приложения под названием VPN-сервисы, которыми можно пользоваться, закон их в принципе не запрещает. Сейчас я покажу вам способы как на смартфоне, так и на компьютере, как установить VPN, какие VPN, как ими пользоваться. Также хочу отметить, что делаете это под свою ответственность. Не нужно это делать для своих детей, потому что там ничего хорошего они не увидят. Так что во избежание психологических детских травм детей сейчас от информационного поля лучше ограничить. Итак, я перебрал кучу VPN-приложений для того, чтобы выявить самое более-менее неплохое. Одно из них, так называемое 4 единицы, можно найти в Play Market, устанавливаем его, а затем просто запускаем последовательно. В самом приложении устанавливаем VPN-профиль, и после этого доступ к Instagram будет доступен, как и к другим сайтам и платформам. Единственный минус, который вы будете наблюдать, это то, что интернет станет работать медленнее. К сожалению, это проблема всех VPN-сервисов, так как идет перенаправление вашего интернет-сигнала. Если вы пользуетесь компьютерной версией Инстаграма, то здесь также все решаемо. Чтобы выбрать оптимальное VPN-приложение, я также потратил здесь немало времени, но нашел более-менее оптимальное. Оно на ваших экранах сейчас. Называется оно Windscribe и со своей задачей справляется идеально, после чего Instagram становится доступным, как и все другие сайты. Windscribe потребует от вас регистрацию, но это решается всего лишь пару шагов.